Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. Мы видим нашего главного героя в автобусе в Токио, вспоминающего моменты из своего прошлого. Много лет назад из-за развода его родителей и последующего переезда ему пришлось расстаться с Михару Аясе, другом детства. Он пообещал ей, что найдет ее снова, когда они подрастут, и женится на ней, и защитит ее, даже если это будет стоить ему жизни. С тех пор прошли годы, и Харуто отвлекся, когда заметил, что маленькая девочка пристально смотрит на него. Однако в считанные секунды автобус не справился с управлением и в итоге застрял, попал в ужасную аварию и отправился в Исекай. Харуто проснулся в замешательстве в теле мальчика по имени Рио. Сейчас он находился в старом доме в королевстве Бельтрам в 991 году. Воспоминания прошлой жизни главного героя и жизни этого мира начали смешиваться. Но его замешательство было прервано группой мужчин, видимо живших в том доме. Один из них сказал Рио, что, по его мнению, лихорадка уже убила бы его. Затем он поручил одному из своих товарищей осторожно положить на пол мешок, который он нес. После этого группа села есть, от чего Рио почувствовал голод. Но мужчины просто прогнали его, сказав, что он воняет. Говной воняет даже отсюда. Рио вышел из дома и пошел искать ягоды, вспоминая жизнь Харуто Амакавы, который жил в Японии и учился в университете. Он также помнил, что Харуто погиб в ДТП, но даже не понимал, что это значит. Он прервал себя, подтвердив, что он Рио, который живет в грязных трущобах, чтобы однажды отомстить за свою мать. Вскоре после этого группа девушек грубо спросила его, видел ли он девушку его возраста с фиолетовыми волосами. Рио сказал нет, на что одна из них подошла к нему и обратилась, представившись как Селия Клэр, любезно спрашивая его, знает ли он что-нибудь о девушке. Рио уже более спокойный повторил, что ничего не знает, поэтому Селия спросила его о нижнем квартале, но Рио посоветовал ей не ходить туда, так как это опасное место. Особенно для девушки так элегантно одетой. Одна из девушек, Ванесса, сказала Селии, что они вернутся на поиски после переодевания. Она также сказала ей проверить наличие магии поблизости, просто чтобы быть уверенной. Селия была удивлена, увидев, что у Рио значительное количество маны, указывая на то, что у него есть потенциал использовать магию. Она дала Рио мешок с серебряными монет, а затем поблагодарила его за информацию и ушла. Увидев так много серебряных монет, Рио побежал домой, но на него сразу же напали. Он заметил, что всех мужчин, живших там, убил парень в маске, угрожавший ему ножом. Прежде чем на него снова нападут, время остановилось, и он слышит голос, зовущий его Харуто, и говорящий, что у них нет времени. Рио видит девушку. Она объясняет, что ему просто нужно запомнить это ощущение, обострить свои чувства и использовать окружающий его свет, чтобы стать сильнее. Рио удается уклониться от атаки и нанести контрудар. Объединив силу Харуто и используя новую способность, Рио удается сражаться, пока он не нокаутирует человека в маске. После того, как все закончилось, он замечает, что мешок, который мужчины ранее оставили на полу, начал двигаться. Как он и подозревал, там оказалась та девушка с фиолетовыми волосами. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Испуганная девушка просит его отвезти ее в замок, говоря, что отец вознаградит его, если он ей поможет. Увидев в доме один из трупов, девушка вскрикивает и теряет сознание. Рио решает отнести ее в замок, но к своему ужасу встречает группу, которая ранее искала ее, и которые неправильно понимают ситуацию. Они отвозят Рио в замок, чтобы объяснить, что произошло. Тем временем дом, где произошел инцидент, обследуется и находят еще живого человека. Альфред Эмерль, меч короля, приказывает арестовать его, так как он может быть соучастником похищения. Однако человек в капюшоне, наблюдающий из толпы, разбивает драгоценный камень, в результате чего подозреваемый немедленно умирает. Вернувшись в замок, заместитель капитана Королевской гвардии игнорирует приказ о вежливом допросе. Желая, чтобы Рио признал свою причастность к похищению второй принцессы, он ударил его несколько раз, но несмотря на это, Рио продолжает это отрицать, заявляя, что не имеет к этому никакого отношения. Некоторое время спустя принцесса Флора просыпается и проясняет ситуацию, прося увидеться с Рио. Ванесса и Селия направляются в комнату для допросов и находят Рио ужасно раненым. Ванесса делает им выговор и, уточнив, что Рио вне подозрения, не отпускает его, и Селия исцеляет его с помощью магии. Позже Рио просыпается в комнате королевского дворца, а Селия извиняется за все, что произошло. Селия сообщает ему, что ему будет предоставлена аудиенция у короля, поэтому Рио просит ее научить, как обращаться к королю. На что Селия без колебаний соглашается. Вскоре после этого, одевшись соответственно случаю, Рио направляется к королю, где он благодарит его за спасение дочери. Он также сообщает ему, что он поступит в Королевскую академию Бельтрама в качестве стипендиата. Несколько дней спустя Рио начинает учиться в академии, где Селия будет отвечать за то, что
научит его читать. Однако из-за того, что большинство студентов имеют королевское или дворянское происхождение, его не очень хорошо приняли. Несмотря на это, за короткое время с помощью целей и знаний университетского образования Харуто Рио удается преуспеть в академии. Он отличается не только знаниями, но и силой, поскольку Харуто постоянно практиковал кендо. Таким образом, Рио удается удивить своего мастера меча своей боевой стойкой, и он говорит ему, что у него есть потенциал стать рыцарем. Однако Рио говорит ему, что ему не интересно быть рыцарем. Проходят дни, а Рио не перестает учиться. После экзаменов, когда он покидает академию, он снова вспоминает Михару, которая рассталась с ним, когда родители Харуто развелись. Харуто снова увидел ее в старшей школе, но после этого она не вернулась в школу и как будто исчезла. Рио отрывается от своих мыслей, говоря, что это не имеет значения, поскольку Харуто Амакава мертв. На следующий день публикуются результаты экзамена, что вызывает ажиотаж среди студентов. Судя по всему, Рио разделил первое место с принцессой Кристиной Бельтрум. Альфонс Родан, недовольный этим, обвиняет его в мошенничестве, однако Рана Фонтейн прерывает его, говоря, что рыцарю не присуща зависть, и у него нет доказательств обвинений. Рио пытается поблагодарить Кристину и Рану за его защиту, но они игнорируют его, говоря, что делали это не для него. Вскоре после этого Селия говорит Рио, что ее беспокоит критика и оскорбительные комментарии со стороны студентов. Однако он говорит ей, что с ним все будет в порядке, пока она его друг, поскольку она всегда готова помочь ему, когда он в этом нуждается. Проходит время, и вот спустя 5 лет студенты выстраиваются в очередь, ожидая объявления участников турнира, который пройдет совместно с рыцарями королевства. Называют имена 3 учеников разных лет, среди них Альфонс, Родан и Рио. Селия и Рио сохранили свою привычку пить чай, и Селия спрашивает его о его планах после окончания учебы, и Рио говорит ей, что планирует поехать на родину своих родителей Ягума, место, куда его мать обещала отвезти его перед смертью, где живут его бабушка и дедушка. Через несколько дней начинаются турниры между рыцарями и студентами академии. Первый участник Рио, которому, к его удивлению, приходится встретиться с Шарлем Арбо, членом Королевской гвардии, который унижал и пытал его, когда он впервые прибыл во дворец. Альфред Эмерле, судья турнира, удивлен, увидев необычную стойку Рио и тот факт, что он даже не использует щит. Несмотря на это, он объявляет о начале поединка. Чарльз в ярости бросается на Рио, вспоминая, что 5 лет назад его понизили в должности из-за него. Рио спокойно блокирует атаки, также вспоминая об унижении 5-летней давности. Однако вскоре после этого Рио удается одним ходом выиграть дуэль, оставив Чарльза безоружным. Чарльз пытается оправдаться, говоря, что на этот раз он будет сражаться серьезно, но Альфред упрекает его, заставляя признать поражение. Позже в тот же день Чарльз жалуется на свою неудачу, рассказывая послу Проксианской империи о Рио. Посол спрашивает о нем, и Чарльз рассказывает ему, что 5 лет назад он допрашивал его как подозреваемого в похищении принцессы Флоры. Затем посол вспоминает тот день, когда он был среди толпы, следя за тем, чтобы ни один из свидетелей не остался в живых. На следующий день Селия ждала Рио, чтобы отпраздновать свою победу, но увидев его, она замечает, что он направляется в необычное место, поэтому решает последовать за ним. Она прячется за деревом и наблюдает, как девушка вручает ему любовное письмо, вызывая у Селии пробуждение новых чувств. Несмотря на это, она, как обычно, продолжает преподавать в академии. Все ученики изучают магию, предполагая, что Рио единственный, кто не может ее использовать. Чего они не знают, так это того, что Рио может использовать другой вид магии, но не традиционным способом, который он скрывает. После окончания урока по управлению магией, ученики готовятся к упражнениям на свежем воздухе. Стюарт Гугенот, питающий большое презрение к Рио, говорит ему, что несмотря на то, что он обуза, у него есть для него идеальная работа. Во время учений придется нести багаж каждого. Рио, как всегда, без проблем соглашается, сохраняя спокойствие. Принцесса Флора, которая уже давно стала свидетельницей несправедливого обращения с Рио, спрашивает, может ли она ему помочь. Рио благодарит ее, но вежливо отклоняет ее предложение. Поэтому у Флоры нет другого выбора, кроме как продолжить прогулку с группой. Флора пытается рассказать об этом своей сестре Кристине, но ее прерывает появление нескольких гоблинов. Группа бьет тревогу, но Альфонсо успокаивает команду, говоря, что гоблины не так уж сильны. Таким образом, за короткое время им удается расправиться с каждым. Стюарт хвастается, насколько это было легко. Альфонсо соглашается, говоря, что он очень помог, в отличие от Рио, который ничего не делал, а вместо этого отвлекался. Чего они не знают, так это того, что Рио отвлекся, заметив что-то в лесу и что-то заподозрив. Тем временем посол империи прячется среди деревьев, удивленный, увидев, что Рио почувствовал его присутствие и почти обнаружил его. Видя, насколько исключителен Рио, он решает продолжить его испытания, чтобы раскрыть его истинные способности. Группа студентов продолжает движение по маршруту и успевает выйти из леса, однако они натыкаются на обрыв.
Студенты не знают, что делать в такой ситуации, и Кристина говорит Альфонсу, что ждет его указаний, поскольку он командир. Альфонс понятия не имеет, что делать, но прежде чем что-либо сказать, на него неожиданно нападают орки. Студенты уклоняются от копий противника, но одному из них удается задеть Стюарту ногу. Он вскрикивает от боли и натыкается на одного из своих спутников, который его отталкивает. Однако, когда его толкают, Стюарт сталкивается с принцессой Флорой, в результате чего она падает со скалы. Рио сразу же реагирует и спрыгивает со скалы и ловит ее, а затем использует свою магию, чтобы отправить ее обратно вверх, а сам падает в лес. Он остается в лесу, задаваясь вопросом, заподозрят ли его, когда увидят, что он не получил никаких травм. Его мысли прерывает спор студентов. Сумев победить орков, они спорят о поиске виновника, который толкнул принцессу. Стюарт, защищаясь, утверждает, что виноват кто-то другой, чтобы в конечном итоге сказать, что виноват Рио. Утверждая, что будучи напуганным орками, Рио толкнул его. Альфонс пытается скрыть ложь Стюарта, говоря, что Рио затем спас ее из страха быть обвиненным в ее убийстве. Принцесса Флора пытается вмешаться, поясняя, что произошло, однако Рио, который был рядом, знал, что ситуация выходит из-под контроля. Стюарту удалось убедить других студентов поддержать его, солгав и заявив, что они также были свидетелями его показаний. Увидев это, Рио понимает, что не сможет вернуться и не сможет окончить академию, как планировал. Студенты решают уйти, однако принцесса Флора говорит, что не уйдет, пока не найдет Рио. Кристина говорит ей успокоиться и что они пришлют спасательную команду позже, но ее прерывает рев зверя, намного крупнее орков. Вооруженный Минотавр намного сильнее, чем все, с чем они сталкивались ранее. Увидев, что никакая атака ему не причиняет вреда, ученики разбегаются, пытаясь спастись бегством. Принцесса Флора остается, исцеляя раненого студента, поэтому Минотавр направляется к ней и пытается атаковать. Но Рио вмешивается, блокируя атаку и отрезая Минотавру одну из рук, но он говорит Флоре бежать. Рио нападает, не совсем понимая, почему он снова пришел ей на помощь, но сосредотачивается и умудряется победить Минотавра. После этого он убегает, а человек, ответственный за все эти испытания, наблюдает с воздуха. Он задается вопросом, может ли Рио с его темными волосами быть потомком кого-то из Ягума, поскольку это объясняет, почему он может использовать духовную магию. Позже в тот же день Селия узнает о том, что произошло, и узнает, что Рио исчез. Несмотря на то, что принцесса Флора защищала его по уговорам герцога Гугенотского, Академии не оставалось ничего другого, как обвинить Рио. Ночью Рио тайно навещает Селию. Селия спрашивает, уедет ли он в Ягума, что Рио подтверждает, говоря, что он будет часто присылать ей письма, используя псевдоним. Селия спрашивает, какое прозвище он бы использовал, на что Рио отвечает, что напишет под именем Харуто. Тем временем где-то в подземельях дворца Шарль Арбо указал свою следующую цель Латифе, маленькой девочке, обученной быть убийцей. Чарльз протягивает ей одежду Рио и описывает его внешний вид, говоря ей, что она должна убить его. 3 дня спустя Латифа украдкой преследует Рио на рынке Гарларк. Он чувствует ее присутствие и становится настороженным, но благодаря навыкам Латифы Рио не видит ее и решает игнорировать это. Вскоре после этого он, к своему удивлению, обнаруживает киоск с лапшой. Владелец ларька с лапшой объясняет, что это изобретение правительницы города Аманды Лизелоты Креции. Рио решает купить для своего путешествия большое количество лапши и отправляется в гильдию торговцев Рикка. Через некоторое время прогулки он находит на дороге девушку без сознания. Он пытается помочь ей, но когда он приближается, она оказывается Латифой. Рио быстро уклоняется и останавливает яд своей духовной магией. Латифа продолжает агрессивно атаковать, однако Рио за короткое время удается лишить ее сознания. Осмотрев ее более внимательно, он замечает, что она носит рабский ошейник, а затем вспоминает, как снять такой ошейник. Ой, как удобно. Он успешно его удаляет, в то время как Латифе снятся кошмары о времени, проведенном в дворцовых темницах, где она проснулась 5 лет назад с воспоминаниями о Сузуне Эндо, девушке, которая до автокатастрофы уделяла Харуто особое внимание. После несчастного случая она проснулась в теле Латифы, и в течение этих 5 лет ее пытал и обучал Стюарт Гугенот. Проснувшись от кошмара, Рио сообщает ей, что освободил ее от ошейника, поэтому у нее нет причин подчиняться приказам или возвращаться к своему хозяину. Рио задает ей несколько вопросов, подтверждая, что человек, приславший ее, работает на Стюарта. После этого Рио готовится продолжить свое путешествие, смирившись с тем, что Латифа последует за ним, так как она не хочет оставаться одна. Они путешествуют вместе целыми днями, и Рио понимает, что Латифа родом из того же мира, что и Харуто. Он замечает это, потому что во время одного из ее кошмаров Латифа шепотом упоминает название Токио. Вскоре после этого Латифа также замечает сходство между Рио и мальчиком, которого она видела в автобусе, потому что он напомнил ей ее брата.
Рио позволяет Латифе называть его братом, поскольку она пару раз случайно назвала его так, и он подумал, что она, должно быть, очень скучает по нему. Проходит время, и они сталкиваются с большим лесом, где вдали растет огромное дерево, защищенное магией. Рио неоднократно спрашивает Латифу, видит ли она это, но она уверяет его, что видит только обычный лес. Оба отправляются в этот лес, где однажды ночью на Рио нападает группа из 4 получеловеков. Рио ослеплен, поэтому не может видеть нападавших, но благодаря своей духовной магии ему удается уклониться от их атак. Он пытается их урезонить, и это почти удается, пока одна из девушек не видит Латифу, спящую в палатке. Думая, что Рио похититель, девушки застают его врасплох. Пробыв некоторое время без сознания, Рио просыпается в неизвестном месте, прикованным цепями. Вскоре после этого Латифа бросается к нему плача. За ними следуют 4 девушки, напавшие на него, которые извиняются, а затем снимают цепи с Рио. Появляется и Урсула, член совета старейшин, уточняющая, что все это было недоразумение. На следующий день совет старейшин официально извиняется перед Рио и в качестве компенсации за все неприятности разрешает ему просить все, что он хочет. Рио просит, чтобы ему разрешили остаться в деревне на несколько дней и научить его совершенствоваться в духовных искусствах. Старейшины совета с радостью соглашаются, и прежде чем собрание заканчивается, появляется дух мирового древа Дриас. Девушка с длинными зелеными волосами, которая говорит, что чувствует присутствие духа внутри Рио. Она спрашивает Рио, заключал ли он когда-нибудь договор, но он говорит, что ничего не помнит. Дриас объясняет, что договоры с духами являются проблемой для людей, потому что из-за этого они теряют способность использовать магию. Затем Рио говорит ей, что не может использовать традиционную магию, поэтому Дриас решает продолжить расследование. Через несколько секунд Дриас замечает в Рио большое количество ода. Но еще больше удивляется, замечая еще одно совершенно другое присутствие. Она упоминает, что внутри Рио живет гуманоидный дух, который, казалось, спал. Это удивляет совет старейшин и сбивает Рио с толку, поэтому Дриас говорит, что духи, принимающие человеческие формы, как она, относятся ко второй высшей категории или выше. Она также объясняет, что духи более высоких категорий раньше были известны как 6 великих духов, но они исчезли 1000 лет назад, после божественно-демонической войны. Дриас сообщает старейшинам, что дух, спящий внутри Рио, может быть одним из 6 великих духов. Старейшины говорят, что им придется пересмотреть свое обращение к Рио, не зная, следует ли им впредь называть его святым. Позже Дриас отвозит его в дом, где он будет жить с Латифой и 3 другими девушками из деревни, которые будут помогать о ней заботиться. Прошел год, как Рио и Латифа живут в деревне, и люди отмечают праздник духов, где Дриас дарует благословенный поцелуй Рио и Латифе, объявляя Рио признанным союзником, а Латифу жительницей деревни. Позже в тот же день Рио говорит Урсуле, что пришло время сказать Латифе, что он скоро уезжает. Тем временем посол империи Прокси и Рейс Вульф вместе с учеником Небесных Львов он отправляется в пещеру на поиски яйца неизвестного существа. По мнению Рейса, это существо поможет улучшить военный потенциал Небесных Львов. Вскоре после этого они отправляются в лес, и Рейс оставляет ученика охранять яйцо. Оставив своего ученика в качестве приманки, Рейс направляется в другую пещеру, наполненную еще большим количеством яиц, и без спешки начинает их красть. Дриас замечает реакцию внутри деревенского барьера, поэтому некоторые воины решают провести расследование. Они замечают подозрительную активность возле того места, где Рейс оставил своего ученика, и при приближении им удается увидеть его вместе с Грифоном. Воины приближаются и пытаются завязать диалог, но напуганный ученик бежит к своему Грифону и убегает. Сара, лидер группы, дает разрешение атаковать, когда Грифон направляется к деревне. Однако прежде чем он прибудет, одно из существ, которых Рейс видел ранее, преследует его в поисках яйца, которое охраняет ученик. Воины замечают стаю этих существ, называемых вивернами, также преследующих Грифона. Когда Рейс заканчивает красть все яйца в пещере, он разбивает небольшой красный драгоценный камень, в результате чего ученик мгновенно умирает. Он роняет яйцо и падает в лес. Латифа идет по лесу злая, поскольку Рио уже сказал ей, что скоро уедет, и что она не может пойти с ним. Ее гнев прерывается звуком чего-то, что, к сожалению, оказывается яйцом выверны, которое ученик уронил после смерти. Вскоре прибывает огромный выверна, и, увидев разбитое яйцо, приходит в ярость и выходит из-под контроля, сильно пугая Латифу. Рио, наблюдая за эвакуацией жителей деревни, слышит в своей голове зов Латиф и встревоженно бежит, чтобы найти ее. Альма, один из воинов, прибывает, чтобы спасти Латифу, однако она недостаточно сильна. Несмотря на то, что Альма говорит ей бежать, Латифа убегает и насмехается над зверем, пытаясь отвлечь его. Однако вскоре после этого Латифа оказывается загнанной в угол, но прибывает Рио, чтобы спасти ее. Оставив ее в безопасном месте, он начинает атаковать выверну. Несмотря на огромную силу зверя, Рио удается победить его без применения оружия.
Остальные его верные отступают после того, как Рио побеждает самого большого из них. И остальные воины собираются вокруг него. Узнав, что Рио победил эту выверну без посторонней помощи, они благодарят его за спасение деревни. На следующий день Рио рассказывает Латифе причину, по которой он направляется в Ягума, и она примиряется с ним. Латифа признается, что на самом деле она переродилась в этом мире, и что раньше она была человеком, жившим в месте под названием Япония. Думая, что Рио не поверит ничему, она удивляется, когда он говорит ей, что прошел через то же самое. Она спрашивает его, сожалеет ли он о чем-нибудь из своей прошлой жизни, что заставляет Рио вспомнить Михару. Но он говорит ей, что поклялся стать сильнее, и это еще одна причина, по которой он хочет поехать в Ягуму. Латифа обещает ему, что тоже станет сильной и однажды встретится с ним снова. Наконец наступает этот день, и Рио готовится покинуть деревню с мифриловым мечом, подаренным гномами. Этот меч способен поглощать духовное искусство и покрывать себя ими. Ему также дарят прочную одежду, сделанную из кожи черной выверны, которую победил Рио. От эльфов Рио получает тайное лекарство и эликсиры, а от зверолюдей еду и воду. Один из старейшин также дарит ему ценное устройство хранения пространства и времени в виде браслета, который облегчил бы его путешествие. С помощью этого устройства хранения Рио умудряется хранить все свои вещи внутри браслета. Когда все было готово, Рио прощается, прося их позаботиться о его сестре Латифе и без колебаний позвать его, если им понадобится помощь. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.